Сегодня у нас, как я и говорила, озвучивала, собственно, такая тема приоритеты и замедления. Вот. В принципе, я всю неделю вела в Инстаграме вела, да, такую логическую в сторителлинге, логическую цепь. И вот сейчас в канале тоже было несколько статей на эту тему. Вот. Мы пока пробуем новый формат, как это лучше сделать. Эм, Принято было решение о том, что мы будем делать по блокам, по неделям. Вот эта неделя была на эту тему, и мы как бы подводим итоги. Вот. А, Почему вообще была выбрана именно эта тема, да, она как бы получилась так, что откликается с ситуацией, которая возникла со мной на этой неделе, точнее, на прошлой неделе. Ам, И я решила на своем примере рассказать, что на самом деле очень важно знать свои приоритеты, их прописывать, их как бы эм, осознавать, наверное, вот так будет правильно сказать, и периодически останавливаться, замедляться и делать чекап. Не забыл ли ты о своих там целях, о своих задачах? Идешь ли ты правильно? Потому что, ну, в общем-то, наша жизнь это как такое дерево. Вот мы растем, у нас там в разные стороны наши ветки, интересы расходятся. И это нормально, да, что ты там в процессе можешь там раз там в какую-то еще сторону начать расти. Вот. Но если ты знаешь свою глобальную цель, ты, собственно, а, даже отклоняясь откуда-то, да, так периодически проводя чекап, ты понимаешь, ну вот немного отклонился от курса. И, кстати, эти отклонения, они как бы, они нужны, они важны. И если вдруг, да, ты отклонился в этом и там эм, понял, что зря это сделал, да, ничего страшного, ничего не зря, все правильно, все идет обычно, ну, то есть все это опыт. Вот. И в наших ошибках, да, то есть это тоже одна из задач сегодняшнего дня, ну, объяснить, что в наших ошибках нет ничего страшного, ничего плохого. Ошибки – это часть пути. На самом деле не пробует. Кто не пробует, тот не ошибается. Вот. Я сама много раз ошибалась. У меня были в этой жизни какие-то стартапы и проекты, которые в итоге оказывались убыточными. Но именно то, что я не останавливалась, я там, конечно, переживала, делала какие-то выводы и двигалась вперед, привело меня вот в точку Б, ну, как бы не так, точку, наверное, там А1 или эм, точка там 002, не знаю, вот, промежуточную какую-то фазу, где я сейчас нахожусь. В принципе, я довольна своей жизнью, у меня есть возможность путешествовать, у меня есть какие-то свои проекты, свои стартапы, у меня есть возможность жить эту жизнь так, как мне нравится. Наверное, вот это самое главное, да, что когда ты понимаешь, чего ты вообще в этой жизни хочешь, ты приходишь к какому-то пониманию, да, зачем ты встаешь каждое утро. Вот. То есть, наверное, это про цели, про приоритеты, но сегодня мы не будем учиться ставить цели, а сегодня будем говорить про приоритеты. То есть, если с математической точки зрения, то это, допустим, у нас уже есть определенные цели, приоритет. Вот. Э, Валь, расскажи, пожалуйста, вот так как ты сегодня у нас такой активный участник, ам, что ты думаешь и как бы вот Активно как ты определяешь свои перемещающийся, цели? А? активно перемещающийся участник. Мгм. Сейчас я... Слышно меня, да? Да, да, тебя хорошо слышно. Так, сейчас. Я просто переместилась буквально на секундочку. У меня старшая дочка есть там. И я ее оставлю, чтобы она здесь занималась, а я к вам. Окей. Ну, то есть я просто в двух словах объясню, да, что приоритеты это не означает, что ты не делаешь ничего, кроме этого, да. Приоритет это вот есть у тебя там, допустим, пул задач ежедневных и вообще там жизненных каких-то решений. И ты, в принципе, чаще всего принимаешь любые решения, опираясь, да, вот на эти приоритеты. Иногда они осознанные, иногда бессознательные. То есть, например, базовые там приоритеты – это семья. Очень много приоритетов у нас, которые мы получили от своих родных, от своих родителей, от своих бабушек, дедушек, от социума, в котором мы живем. То есть чаще всего вот эти ценности и приоритеты транслируют наше окружение. Да? То есть ты можешь посмотреть, кто вокруг тебя,
И, в принципе, если ты не самостоятельно это формируешь, и, ну, как бы там, хотел сказать слово контролируешь, но контроль, наверное, это не очень правильно, потому что мы не можем контролировать там других людей. Но если мы посмотрим на свое окружение, мы, в принципе, можем проанализировать, да, какие у нас ценности и приоритеты, да, и посмотрев на родителей. Если мы как бы бессознательно, да, не формировали там специально это окружение. Вот. Мгм. И таким образом мы можем понять, да, почему там в стрессовые моменты или в те или иные моменты мы принимаем те или иные решения. Вот. И когда ты начинаешь этим процессом ну, условно управлять, да, то есть понимаешь, какой твой приоритет, или самостоятельно прописываешь себе эти приоритеты и свои ценности, да, то есть ты их осознаешь, тогда ты можешь формировать свои реакции, да, и там свои какие-то решения принимать, уже сознательно опираясь на свои цели. Вот. Эм, Хотела сказать, спросить, да, вот как у тебя формируется приоритет, спросить. Здесь, наверное, знаешь, вот, ну, приоритет это как раз, во-первых, что мне нужно и важнее в данный момент сейчас. И исходя из Мгм. того, опять отталкиваясь от себя, что я чувствую в этот момент. Например, у меня могла быть одна цель, я понимаю, что это даже не цель, а, задача. Да? Я понимаю, что вот сейчас я прям понимаю, мне надо замедлиться. Вот, что-то не то происходит, например, да. Я, ну, таком, ну, исходя из ощущений, я принимаю решение, что сейчас для меня важно сделать иначе, по-другому. То есть я вот нахожусь, наверное, в создании того, что сейчас мне важно. Вот. В приоритетах, например, в плане ошибок, да, например, ошибки я бы не говорила это как ошибки. Это опыт, который мы получаем, и чем больше будет в кавычках ошибок, значит, тем больше мы опыта набираем для того, чтобы совершить те или иные действия. И если мы, например, бьемся, как, не знаю, мухи об стекло, пытаясь вылететь, и не получается, вот здесь очень важно, как ты говоришь, замедлиться, даже, наверное, не замедлиться, а сделать порой шаг назад, а может быть и 2 шага назад, чтобы осмотреться, посмотреть верхнеуровнево, что вообще происходит. Потому что, чтобы потом сделать 4 шага, сразу же там квантовый скачок вперед. Потому что порой мы, например, можем ставить цель себе долгосрочную, к ней идти. И в процессе мы не замечаем, как много всего мы проходим, причем важных моментов, которые мы себе не ставили, а мы их преодолеваем, там, получаем некий опыт. И когда уже приходим, например, в точку, вроде бы, к которой мы шли, мы даже можем ее не заметить, потому что в процессе формируются уже новые какие-то задачи, и потом можно остановиться и сказать, так, подождите, еще вот год назад я хотела вот это, я уже это имею, но не радуюсь этому, потому что у меня вот уже другие задачи. Но при этом можно сделать шаг назад, посмотреть верхнеуровнево, а ведь я этого достигла, вот это я сделала, а теперь просто уже другой этап. И в этом плане нужно не расстраиваться, что что-то не получается, а пересмотреть свои действия, как по-другому можно сделать. Может быть, есть там не стекло вот это вот перед нами, а есть соседняя форточка, куда можно вылететь, либо окно залезть, либо дверь стоит, и мы ее не видим. Поэтому в любом случае, любое наше принятое решение, оно исходит из того, ну, правильно, принятое решение, это оно должно исходить из того, что мы чувствуем внутри. Хотим ли мы двигаться или нет. Дальше от принятого решения идут действия. Ну, то есть ты не просто «да, хочу», сидишь, да, ты хочешь пить, ты берешь воду и пьешь, ты открываешь крышку и пьешь, ты совершаешь действие. Действие приводит нас к либо каким-то последствиям, которые мы должны, опять возвращаясь к теме ответственности, взять их на себя, что да, это может произойти, да, это происходит. И если нас не устраивает то, что происходит, мы просто берем и делаем по-другому. Если опять не получается, мы делаем по-другому. А чтобы понять, что не получается, как раз надо немножко смотреть ну, со стороны, замедлиться и сделать Мгм. шаг назад. Вот. Немножко Ну длинно, вот, но суть в этом. да, совершенно верно. На самом деле очень важно. Иногда мы ждем, чтобы замедлиться до того момента, когда уже становится критично. То есть мы такие, типа, вот, я ничего не успеваю, или, боже, почему я оказался в этой точке, как так вышло.
И поэтому очень важно вот эти замедления делать, прям, это мое мнение, я вот так делаю, да, я периодически их делаю, я совершаю эти замедления, прям там раз в месяц я стабильно сажусь и прописываю, и смотрю, а что вот выполнено. У меня есть прям список задач. Это не замедление, ну, я бы назвала бы, это как некий чек себя на каком-то Чекап, уровне, да. да, чекап. И не заметится, что ты легла в сторону мечты и не действуешь, а именно, как бы, да, чекаешь, все ли ок и что дальше хочешь. Ну, я имею в виду замедление в данном контексте, то ты двигаешься, 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 вот как по накатанной, как белка, там, двигаешься, двигаешься к цели, да. Особенно если у тебя грамотно распределены приоритеты и цели, чаще всего ты достигаешь их, то есть ты идешь там от степ-бай-степ, да, так скажем. И очень важно периодически, ты правильно сказал, чекап сделать, и понять вообще, что, то есть становиться. Иногда чекап сделать не так просто, потому что ты вот, тебе кажется, вот я в процессе, вот она морковка, вот она уже настолько близко, что вот-вот. Иногда даже в такие моменты нужно сказать себе так, стоп, все ли я правильно делаю, знаешь, там, как вот перед этим квантовым скачком, нужно как бы немножко присесть и потом уже оттолкнуться там как-то и сделать какой-то рывок более такой, может быть, выше, чем планируешь или там чем ожидаешь. Именно вот важно в этот момент немножко замедлиться и понять, правильным ли я направление делаю скачок, потому что иногда бывает и такое, все, вот, прыгнул, и оказалось, что, в общем, не в ту сторону немножко, да, не в планируемую прыгнул. Но при этом, даже если прыгнул и не совсем туда, то отряхнулся и пошел дальше. То есть, я Естественно, потому что нет проблемы, не должно быть проблемы в голове, даже нигде, ни в голове, нигде. Если даже ты, извините за выражение, ну, короче, испачкался, то, ну, возьмите с собой запасную одежду, переоденьтесь в моменте и идите дальше. Потому что любые ошибки, конечно. они дают нам возможность видеть, что вот этот вариант не работает. Значит, мы еще один там способ узнаешь, какой не работает. Окей, мы идем дальше, пробуем. Ну и дальше, если совершать, ты найдешь нужный подход. Но здесь, да, все-таки нужно понимать, чекать себя в первую очередь. А тебе ок уже это, или Да, ты уже, в принципе, этого не хочешь? да, совершенно точно. Ты себя чувствуешь, Совершенно как бы, точно. как, отдается тебе ну, в душе, что ты делаешь, или как-то ты делаешь тому, что надо, для кого надо, кому надо, тебе надо, а у тебя все внутри, ты ну, как бы себя чувствуешь уже, а сейчас тебе это надо, а если страшно, ну, тут уже надо идти в страх. Скажи, пожалуйста, а как вот ты проводишь вот эти чекапы? У тебя есть какой-то, ну, не знаю, ритуал или там способ, метод, инструменты, каким образом ты это делаешь? Ну, прям вот наша запатентованного метода нет, чтобы выводить его массу, наверное. Это, наверное, чекап такой, как, в принципе, любой человек может делать для себя. Можно устраивать такие некоторые, а, вот просто взять в месяц, да, сесть, как ты говоришь, и начать прописывать, например, структурировать, что, напомнить себе, какая моя цель глобальная, какие задачи стоят для решения ее, что им надо сделать, да, то есть подчекать, а что ты сделал вообще, почему ты не сделал. Дальше очистить пространство, я не знаю, сейчас у меня такой круг общения, что меня там тянет, когда я вот общаюсь там с этими людьми, меня тянет это, отнимает время, это продуктивно влияет на мою цель или это уводит меня в сторону, какого окружения мне не хватает, может быть, я хочу вот это, да, вот я туда стремлюсь, а для этого какие люди должны быть возле меня, почему я не выхожу на этих людей, значит, надо посещать места, в которых я могу с ними пересекаться, значит, надо начать самой общаться, вот, например, я начала общаться с перелетными гусями, с вами, потому что я понимаю, что тема мне близка, и, как Спасибо бы, тебе за это. да, и в дальнейшем она для меня, как бы, поэтому я собираю, как бы, некое, ну, не то, что окружение, а стараюсь общаться с людьми, с кем мне интересно, которые косвенно или прямо влияют и связаны с моей глобальной целью. Вот. Это окружение. Дальше, может быть, выявить, что именно меня тормозит, какие мои действия тормозят меня, где я зависаю, теряю время, там, не знаю, соцсети там, или еще что-то. Свой день немножко почекать,
прямо вот просто с утра встать, написать, что я делаю, сколько пью там кофе, ну, грубо говоря, это не делать каждый день, а просто раз там, не знаю, какой-то период в месяц. И посмотреть, где точки у меня, где я проседаю, попытаться их скорректировать, поставить какие-то корректировки, связаны с... еще момент важный. Мы очень зависаем в наших рутинных делах, зависаем в наших постоянных точках комфорта. А чтобы выйти туда, куда мы хотим, что мы сейчас не имеем, надо начать делать то, что мы раньше не делали. А это заход в новое. Заход в новое – это выход из зоны комфорта. И ты не знаешь, что там будет. Во-первых, может быть страшно пробовать новое, или идти в новое. А во-вторых, это может быть, эта неизвестность приведет к каким-то последствиям, которые, будет не очень, может быть, в любом случае страшно, да? Вот хотя бы вот взять и начать вот раз в неделю делать что-то новое. Неважно. Просто вот пойти по хобби начать новое, не знаю, там, делать то, что раньше ты думал, что даже такое даже в жизни не начнешь. Пойти купить новое. Вот у меня такое было раньше, когда я гардероб составляла свой, в чем ходить. Я помню, тогда заплатила 3000 рублей, прошла курс по стилю, потому что я понимала, что я что-то вообще одеваюсь ужасно для своего возраста вообще, в принципе. И там были основы чисто стиля, как что-то совмещать. И там сказали такую фразу, что просто идите в магазин и просто примерьте, то есть совершите действие, примерьте то, что вы никогда в жизни не оденете, никогда в жизни это просто какой-то пипец. И я, помню, зашла, до сих пор помню, зашла, это совпадение, наверное, но я глянула на леопардовый принт, блин. Я такая думаю, что за вычурность, что за пошлость, что за такая вот, извините, ужасная вещь. Фотография, да. Не смотрю на эту штуку. И в итоге, что я взяла, думаю, и надо было совместить несовместимое с чем-то. То есть эту вещь и какую-то еще ужасную, которую я никогда не одену. Я совместила и обалдела, как мне было круто. И я их купила, потому что я поняла, что я даже такое не могла предположить, что мне пойдет, но я перешла свой этот страх, вошла в новое, и в итоге открыла для себя новое. И поэтому здесь, когда мы идем в новое, или пойти там, где мы никогда не были, в то место, где мы никогда не тусили, пусть даже будет, может, дороже ценник, чем мы раньше платили привычно, или делали что-то, то есть начать. И это страшно, но потом ты поднимаешься на такой уровень, для себя же выше, что вот эти действия, они, получается, для тебя становятся обыденными, и ты понимаешь, что ты можешь больше. Вот. Да, еще почему важно знать и расставлять свои приоритеты. Вот как я говорила ранее, да, что мы как дерево, вот мы растем, у нас куча веток, вот так вот. И это происходит, мы не можем это контролировать. Иногда ты увидел что-то, заинтересовался, начал этим увлекаться, вот как Валя говорит, попробовал что-то новое. Это может быть так, что ты попробовал что-то новое, вот как леопардовый принт, и это встраивается в твою систему ценностей и в твою систему, там, я не знаю, задач, твоих увлечений. Бывает такое, что попробовал, там, не зашло. И когда ты не знаешь свои приоритеты, да, то есть они у тебя такие вот базовые, которые тебе там родители передали, скорее всего, у тебя их приоритеты. То есть ты не до конца понимаешь, да, что именно важно для тебя и куда ты движешься. Когда ты их осознаешь самостоятельно, когда ты их самостоятельно формируешь, таким образом ты, движешься к какой-то цели. Причем самое интересное, да, я помню, что когда мы вообще разговаривали, у меня был тоже там кружок по интересам, мы разговаривали по поводу цели, там мне говорят, Наташ, не все же такие, что они ставят типа там цель в жизни. Вот мы проводили сеансы нейрографики еще в Газипаша, вот, и девчонки меня спрашивали, говорят, Наташ, вот не все же там достигаторы, не все же. Я говорю, дело в том, что цель может заключаться и в том, что я хочу меньше работать, то есть это тоже может быть целью. Или я хочу жить у моря, это тоже может быть целью. Это может быть глобальной целью. Вот. Это раз. А второе, когда мне говорят, что, моя цель вообще лежать на диване и ничего не делать. Я говорю, вы не поверите, но это тоже может быть целью, и этого тоже можно достичь, и тоже к этому можно идти. Конечно, чаще всего вопрос, что стоит за этим, да, желанием ничего не делать и лежать на диване. То есть, скорее всего,
добавлю к А? этим вот, может, я добавлю здесь к целям и не ставить цель, да, вот к этим моментам добавлю, что, в принципе, можно и так жить, не ставить цель, да, то есть, как бы, никто никому не запрещает, это ваше право, как бы, Конечно. люди приходят и живут, как хотят, но при этом можно же жить, ну, вернее так, вы не ставите цели, а вас все устраивает, ну, то есть, так, ну, просто подчекать себя, здоровье, Да. там, что дается, как себя чувствуете на 70% здорово, на 50%, на сколько, там, не знаю, финансы, ок, прям комфортно, кайфово жить, или вот где-то не хватает, отношения, все ок, или все-таки есть моментики, что-то, и в итоге ты чекаешь свои основные карьеры, отношения, бизнес, ну, короче, отношения, бизнес, здоровье, наслаждение жизнью в целом, и ты понимаешь, что кайфово, то и не надо цели ставить, ты уже кайфуешь. Если ты понимаешь, что ты где-то вот проседаешь, как минимум ты ставишь цель, чтобы это, ну, как бы подрос процент этого направления. И Да. потому что можно, в принципе, и так и дальше, ничего не делая, сидеть в комфорте, относительном комфорте, не заходя в страх, не заходя в новое, но можно же жить и более кайфово. Можно же позволить себе прям вот лучшие моменты жизни. Мы Да. сюда пришли, в принципе, кайфовать. Ну и глобально наша реализация нашей цели, с которой мы пришли сюда, да, у каждого своя, она лучше реализуется, когда человек кайфует. А для этого все прелести жизни даны нам, чтобы мы в процессе нашего пути кайфовали, познавали себя. Вот. Да. Да, чаще всего, если ты, ну, ты совершенно верно сказала, что в принципе можно жить как есть. Но нужно понимать, что тогда ты живешь, возможно, просто не свою жизнь. Ты живешь жизнь своих там родителей. То есть, если ты это делаешь бессознательно, ты просто вот как тебя научили, так ты и делаешь. Вот. То есть, возможно, ты реализуешь там цели и задачи своих родителей, и тогда действительно, Валя 100% правильно сказала, вопрос, счастлив ли ты? Если ты счастлив, если у тебя все дзен, и ты как бы, у тебя нет вопросов, да, к своей жизни, то тогда совершенно верно, ну и кайфуй дальше, никто вообще там тебя не трогает. А здесь сегодня, да, речь идет о том, если у тебя есть вопросы к какой-то сфере своей жизни, то тогда ты можешь прям сделать ее приоритетной сферой, да, вот там в частности здоровье, например, двигаться в эту сторону. Вот. То есть тут вопрос именно, точнее не так, тут, наверное, да, диалог для тех, кому, ну, то есть у кого есть какие-то там сферы, которые бы классно было подтянуть, да, приоритетные сферы в данный момент. Вот. Все это совершенно верно. Э, Важно тоже такое, ты правильно сделала замечание, не замечание, такое, да, момент, что по поводу пробовать что-то новое. Вообще, можно приучить, да, скажем так, вот ты когда делаешь что-то новое, ты выходишь из зоны комфорта. И поэтому очень часто люди не хотят там, пробовать что-то новое, делать какие-то там эм, проекты, или там мечтают, например, открыть цветочный магазин и не открывают, потому что боятся. Страх — это нормальная реакция на что-то новое, и как, если использовать вот эту методику, про которую ты сказала, пробовать какие-то хобби, то есть пойти и примерить там леопардовый принт, или ты никогда не пел, пойти, не знаю, сходить на бесплатный урок вокала к преподу. Ты Бесплатного приучаешь, йога не или, нашла. ну, пробные, мне кажется, почти у всех есть пробные уроки, ну, такой, один раз прийти, посмотреть вообще, что это. Эм, Очень важно, не очень важно, а вот такой способ, во-первых, времяпрепровождения очень классно развивает мозг, а второе, если ты делаешь это на регулярной основе, ты приучаешь мозг к тому, что новое — это не страшно, к тому, что новое может, ну, типа, скорее всего, интересно. И если такое делать, там, не знаю, окей, раз в неделю, может быть, это сложно. Хотя бы раз в месяц или 2 раза в месяц пробовать что-то новое, не знаю, пойти в ресторан, заказать что-то необычное, там, не знаю, утку с грушей или какое-нибудь там экзотическое блюдо, каких-нибудь, не знаю, моллюсков. Ам, Или просто пойти, не знаю, ты никогда не ходил в лес, поехать в лес погулять. Ну, в общем, пробовать что-то необычное.
необычное не в смысле, как это, в масштабах Вселенной, а необычное для тебя, нетипичное для тебя, ам, то ты приучаешь мозг, что, блин, я раз попробовал что-то новое, понравилось или не понравилось, такой, ну я же от этого не умер. Потому что у мозг, ну мы все-таки, как ни крути, животные, у нас есть страх того, что там наше ошибочное действие приведет, ну типа самое страшное, что с нами может произойти, собственно, да, это смерть. Вот, и у нас есть страх бессознательный или подсознательный того, что если я там пойду во что-то новое, да, то там со мной что-то случится. Мы не можем и не осознавать это, да, потому что там человека спрашиваешь, а почему ты, вот ты всю жизнь, не знаю, мечтал уйти на фриланс, да, вот очень многие сейчас это какая-то популярная модная тема, почему ты боишься уйти на фриланс? Вот я там, а вдруг у меня там, не знаю, лишат работы. Вот я как будто бы хожу на работу, да, я контролирую что-то. Я прихожу в офис, я вижу, что происходит, я вижу реакции там коллег, я вижу реакцию начальства, еще что-то. Вот. А когда, собственно, я не присутствую в офисе, там, я дома сижу, я не знаю, там, вдруг меня завтра уволят. Эм, Ты понимаешь, что на самом деле уволят, найдешь там новую работу. Попробуешь что-то, грубо говоря, да, ничего страшного не произойдет, ты все равно выживешь, ты можешь всегда вернуться назад. Вот как ты правильно сказала, иногда замедляешься, такой, ну ничего страшного, не получилось. Слушай, Там раз, Наташа, может, я здесь добавлю к страху, к теме мгм, страха? Может быть, это будет тоже, ну, полезно. Вот страх, да? Ты правильно сказала, что сознательно мы боимся там страха не выжить и так далее. Вот. В любом случае, страх, он... Ну, некоторые есть, знаешь, которые пытаются некоторыми техниками страха уменьшить, просто чтобы он был не такой большой, который прям поглощающий тебя. Типа он меньше, тогда типа ты вроде как сильнее и больше страха и так далее. Но есть, наверное, вот, которые я использую в последнее время, прикольная очень тема поглощения, преодоления страха. Это, во-первых, например, возникает страх, да, вот ты прям почувствовала, и я его принимаю, да, я чувствую, что мне страшно мгм. признаться себе, а когда ты называешь уже своими именами, словами, что это уже неизвестность, ты понимаешь, что да, я боюсь, там, не знаю, там, что это ценник дорогой, что я там деньги да, потеряю, или там я там боюсь там то-то. Я принимаю дальше, благодарим его, почему он возник. Ну, как бы страх – это часть нас. Мы, получается, подсознательно себя через страх защищаем от чего-то, правильно? Я благодарю, спасибо большое, мой страх, что я испугалась такого ценника, ты бережешь мой бюджет, спасибо тебе за это. Но я понимаю, что я иду в это. И получается, признав его, приняв его, мы уже его окрасили, что он не неизвестность, поняли, почему он так действует, ну, грубо говоря, потому что мы подсознательно защищаем себя от чего-то, от чего тоже обозначили, что спасибо, что защищаешь мой бюджет, грубо говоря, и дальше мы действуем. И все. И вот это, по крайней мере, у меня это несколько раз работало в плане, когда я в плане денег, в плане, куда я там еще новое заходила, тоже я, например, спасибо, что там бережешь меня там за, не знаю, там, за неизвестность, да, что я не знаю, что там будет. И дальше, ну, я как бы типа, справлюсь и шла в действие. То есть вот здесь момент, наверное, такой вот принятие и благодарение себя за то, что тормозим, за торможение себя, но дальше все равно действовать. И потом ты понимаешь, что было на самом деле не так-то страшно, а ты узнал много нового, когда вошел в новое, и еще больше понимаешь, что значит, все-таки реально страх не всепоглощающий. А в плане там смерти у нас у каждого есть свой путь, и мы здесь родились, и мы встаем на свой путь, мы идем, и в конце наш всех ждет вот это, да. И пока мы здесь, чушь, что тут время тратить на страхи, да? Давайте уже действовать. Вот. Ну, страхи на самом деле важны, потому что страхи нам не дают Да. засовывать пальцы в розетки и прыгать, там, не знаю, Поэтому мы их с высотки, признаем ну, там, и благодарим их поэтому, конечно, да, что они конечно, абсолютно защищают. верно ты говоришь. Эта техника очень классная. Обязательно благодарить, потому что это защитная реакция организма. Возможно, там чаще всего, вот, кстати, говорят, да, иногда, что я прям чувствую, что мне это не надо. Вот я прям чувствую, я вот, что у меня вот есть ощущение, да, это какое-то предчувствие, да, вот слово не могу подобрать,
интуиция, да, мы это называем. Чаще всего это чей-то опыт негативный, да, который либо с нами уже происходил, либо мы от кого-то услышали, что так не стоит делать, да, то есть научились на чужом опыте. И страх это тоже, ну, как бы это чужой опыт, который, или там свой собственный опыт, который предсказывает нам негативные последствия. И негативные последствия, скорее всего, либо мы их переживали, если очень сильный страх, возможно, ты уже переживал эти последствия. То есть ты боишься вернуться опять в эту точку, к которой тебе мозг говорит, вот если ты так сделаешь, то будет вот так. То есть он запомнил, что такие действия ведут вот к таким последствиям, и он тебе говорит, нет, туда мы не идем, мы там боимся. Ты, может быть, даже уже забыл, что это с тобой происходило, ты даже не понимаешь, о чем это чаще всего. Ну, ты боишься. Вот, и поблагодарить его, спасибо, что ты меня защищаешь, спасибо ты мне... И вот, кстати, очень классно, что ты говоришь, что спасибо, что ты меня защищаешь, было бы классно выяснить, от чего ты меня защищаешь. То есть, если это страх потери денег, спасибо, что ты меня там защищаешь от потери денег, и вот если выявить, да, ответить на вопрос, какого состояния я боюсь, если я потеряю деньги, вот, чего я боюсь, чаще всего тогда ты себе раскрываешь, что, ну, слушай, страх, сейчас со мной такого не может быть, потому что в этот раз твое мнение, я же вот теперь там не буду, не знаю, растрачивать бюджет полностью и там не окажусь на улице, ну, там, или потому что я вот рассчитываю, у меня там ежемесячно приходит зарплата, там, или эти платежи были там запланированы, да, это непривычная покупка, но я ее там хотел, вот, и таким образом, во-первых, анализируешь, преодолеваешь страх, во-вторых, ты строишь новые нейронные связи, ты показываешь, что больше для меня это не страшно. Когда-то, может быть, не знаю, мои бабушки, дедушки оказались там на улице, да, и ты не помнишь, почему ты этого боишься, вот. Но со мной такого не произойдет, я там финансово грамотный человек, я знаю, что теперь там так и так нужно поступать, это было запланировано. Делай так раз, делай так два, на третий раз у тебя уже возникает новая нейронная связь, и тебе это не страшно. Вот. То есть это очень классная техника, действительно, поблагодарить. Ну, вообще в этой жизни страх очень важен. Как я и говорила ранее, он помогает нам защищать нас от очень-очень многих вещей. Там, не знаю, не есть ядовитые ягоды, не знаю, там, не переходить дорогу, не обращая, там, не посмотрев направо и налево, еще что-то. То есть, там, не знаю, не идти в лес одному, если у тебя нет компаса, там, телефона, связи, ориентира, да, потому что мы знаем последствия, и наш организм нам говорит, там страшно, туда не надо, там не надо идти в темноту. Вот, это действительно важно. Я бы хотела вернуться немножко к теме приоритетов. Еще, когда мы говорим по поводу того, что очень важно пробовать что-то новое, идти во что-то новое, или, да, вот то же самое колесо баланса, про которое ты говоришь, да, что ты смотришь, у тебя там здоровье, ты, вот когда человек говорит, там мне ничего не надо в этой жизни, да, ты говоришь, а здоровье, там, и вот это, вот это. Говорит, да, ну здоровье было бы классно, но у меня нет на это времени. Ой, ну было бы, вот эти ваши, там, было бы пробовать что-то новое, было бы здорово. Это, конечно, классно, но у меня нет на это денег, у меня нет на это времени, у меня сейчас... И вот в такие моменты тоже очень важно делать чекапы, то есть пробуйте выписывать, это сейчас для тех, кто смотрит записи там или у нас сегодня не так много слушателей, эм, пробуйте выписывать то, что вы хотели бы попробовать. То есть возникла мысль, возьмите себе, запишите это. И когда вы делаете раз в месяц чекап, попробуйте это встроить в свое расписание, да, и посмотрите, у вас нет времени, почему, на что вы тратите свое время. Возможно, вы можете какие-то задачи, да, ежедневные из своего списка задач просто убрать. Потому что у меня, например, списки задач бывают там на несколько страниц. Я делаю список задач на неделю чаще всего. Эм, Я смотрю иногда и думаю, так, вот это вот я за неделю не сделала, и на самом деле, вот даже бывает такое, я ставлю задачу в приоритетные, не сделаю, и потом думаю, блин, да ничего ж не произошло, а с чего я вдруг решила, что она приоритетная? Я ее убираю, и тогда ты можешь посмотреть и взамен этих задач встроить вот то, что вы бы хотели попробовать раз, или то, что могло бы повысить ваш уровень там, здоровья, например, да, там с 50-70%, там, не знаю, на 80, например. Вот. То есть таким образом можно менять приоритеты и менять свои задачи там, на неделю, на месяц.
и повышать свое качество жизни. То есть в итоге все это глобально ведет к повышению качества жизни. И когда я говорю повышение качества жизни, это не то, что ты становишься там богаче, а качество жизни это о удовлетворенности своим сегодня. Это про радость проснуться там утром или днем, кто когда встает. То есть это радость предстоящего дня. Чем больше у вас качество, чем выше качество жизни, тем с большим удовольствием вы начинаете этот день. Вот. То есть очень важно проводить этот чекап, потому что, кстати говоря, как-то я рассказывала о том, что очень важно, когда ты планируешь свой день или когда планируешь там неделю, месяц, прям прописывать себе время для отдыха. Опять же, очень многие мне говорят, что там вот мне невозможно, у меня там, не знаю, трое-пятеро детей, то-то, то-то, то. Вот если сесть в таких ситуациях, да, у вас завал, там, вы говорите, у меня вообще нет времени на себя, сесть, замедлиться, провести чекап, время Ну, на себя всегда можно найти. Это очень Наташа, важно. здесь вот, да, добавлю прям кратко, что если человек говорит, что нет времени, он сам себя обманывает, потому что на приоритетной задаче, когда прям все горит одно место, ты всегда найдешь время в любом дне, в любом, там, не знаю, графике своем. Просто это, значит, не приоритетно для него, в том числе и здоровье. Но Вот. здоровьем как бы мы не шутим, потому что если мы не находим время на него вовремя, то потом оно завладевает временем так, что потом человек уже приходится ему выделить время на Ну, здоровье. когда мне человек говорит, что у него нет времени, я говорю, ну в туалет же у тебя есть время сходить. То есть, если тебе приперло, ты хочешь, не хочешь, ты ну, пойдешь Да, и ты извините, и найдешь и все. решишь Вот свою потребность. Вот здесь то же да, самое. В крайнем случае у нас можно встать раньше на час, ну, своего привычного, да, совершенно верно. времени и Совершенно сделать. верно. Самое интересное, что когда ты начинаешь смещать фокус, вот для тех, кто говорит, что нет времени, я тоже постоянно говорила, что раньше, что что-то дорого, что-то нет на что-то нет времени, у меня не хватает времени. Ты когда начинаешь уделять время себе, ты офигеешь от того, насколько ты станешь больше успевать и насколько повысится твое качество жизни. Просто от того, что ты будешь уделять время себе, вот этот час. И еще, Наташа, ну, вот это важно, да, уделять время себе, потому что в первую очередь, ну, ты живешь для кого? Ну, в первую очередь, себя надо обеспечить, да, потом уже все остальное. Вот сейчас, к слову, у меня нет времени было с вами сегодня связываться, потому что меня вот через 10 минут, уселяюсь я из этого номера, сейчас я собираю чемоданы. Но я же Вот, подключилась, и я спикерю, грубо говоря, тоже. Хотя у меня ребенок там, да, ну, мы в процессе были на завтраке, мы пришли, параллельно я веду с тобой и собираю вещи, и выезд у меня. Но при этом, как бы, для меня приоритетная данная тема сейчас, и я тоже подключаюсь. Хотя могу сказать, вот, что, извините, ребят, мне вообще не до вас, ну, как бы. мне вообще не до вас. Совершенно правильно ты заметила. Просто когда вот ты даешь себе такие задачи, которые для тебя приоритетны, да, уделяешь время себе, ты потом посмотришь, как поменяется твой день, как ты поменяешь отношение людей вокруг тебя к твоему времени, не только твоего, то есть даже отношение твоих детей к твоему времени, отношение твоих друзей к твоему времени, потому что бывает такое, ой, мне позвонил друг, и ты начинаешь бросать все свои дела, там, мчаться там на помощь. Если ты начнешь уважать свое время, люди перестанут обращаться к тебе по фигне. Это Это раз. точно. Ты сам перестанешь париться по каким-то мелочам, распыляться на это. То есть у тебя просто складывается фокус. Грубо говоря, как вот эта метафора дерева, приходит агроном и лишние ветки обрезает. Это важно делать эти чекапы. Вот, просто вот раз и придает форму, и тогда ты такой, опа, вот я вот такой, вот это мои ценности, мои приоритеты. И, скорее всего, ты сможешь ответить на вопрос, чего ты вообще в этой жизни хочешь. Чего вообще, вот к чему ты движешься. Ну, понятно, что мы все созданы для счастья. Вот, мы все созданы для расслабления, для удовольствий. Вот. Ну, вот таким вот образом ты формируешь свою жизнь. Если для Наташа, можно тебя это добавлю? звучит... Мгм. Все время тебя немножко втыкаюсь в твой разговор, Правильно, прям правильно. лучше не отдается, что если мы не будем находить время для себя, то как мы будем себя вообще изучать, понимать, а что нам нужно, чтобы, да, двигаться к тому, что мы хотим, либо что для нас Конечно. лучше.
потому что в потоке опять навязанным бытом или кем-то, с кем мы в окружении, мы можем просто делать привычные уходить дальше от себя. Как только мы находим хотя бы несколько минут в день для себя, мы себя, во-первых, чувствуем, мы начинаем себя узнавать и понимать, что реально нужно именно нам, именно в этот момент времени, в этой жизни, и постепенно, больше открывая себя, ты начинаешь перестраивать через действия, опять-таки. А если не найти, то все, как бы и смысл. Не Ну и в проживется какой-то жизнь. степени я считаю, Да. что это тоже опять про ту самую ответственность, про которую мы говорили в прошлый раз. То есть это тоже про то, что ты ответственен за твою жизнь. Если ты привык к тому, что вот, кстати, вот такая вот работа, да, там, когда ты работаешь в офисе, ты приходишь, тебе дают ежедневные задачи. Почему есть разница, да, между зарплатой там ассистента, между зарплатой секретаря и зарплатой начальника? Начальник сам себе ставит задачи. То есть, если ты умеешь ставить задачи, ставишь приоритеты, то ты хозяин своей жизни. Если ты там просто выполняешь то, что тебе там, грубо говоря, ежедневно, вот ты проснулся, и вот как пошло, так пошло, то ты, собственно, ассистент своей жизни. Ты даже не секретарь. Вот. Эм, Такая, ну, как бы, может быть, грубая где-то метафора, но так это и есть. И поэтому начальники, которые сами управляют там процессом работы, они получают больше, они имеют больше, потому что они берут на себя ответственности больше, они сами себе ставят задачи, сами определяют приоритеты себе и своему окружению, своим там подчиненным. Вот. В общем, потихоньку, я думаю, что будем закругляться, потому что и тебе нужно выселяться, и у нас, в принципе, сегодня мы, мне кажется, раскрыли тему. Я думаю, что люди поняли, ну и слушатели, кто смотрит, что мы имеем в виду. Э, Если есть что тебе еще рассказать, добавить, может быть, еще чем-то хочешь поделиться сегодня? Микрофон? Я хочу сказать, что мы на самом деле по-хорошему много очень не знаем про себя, и поэтому не берем то, что может нам приносить больше радости в жизни и счастья. Поэтому познавание себя, раскрытие себя и выход на новые действия без миру дают нам возможность действительно взять все, что мы можем. А мы можем Да. все, главное, снять ограничения себе. Мы сами себе запрещаем, вот и все. А так все можно, все можно. Что не запрещаешь сам себе. Я вот, кстати, хотела сказать тем, кто досмотрел до этого момента, и у вас такие же как бы проблемы, что вы говорите, что вы что-то не успеваете, ну, что у вас ни на что не хватает времени, что все вот эти вот наш сейчас диалог, да, он такой теоретический, а не практический. Просто возьмите вечером, в течение недели, каждый вечер, пропишите, вот как прошел ваш день, вот так, одно, второе, третье, вот, ну, прям список. И в конце недели посмотрите, какую задачу вы выполняете ежедневно, а ее можно исключить из вашего дня. Таких задач нужно найти 3 в течение дня, и вы посмотрите, у вас как минимум час в течение дня освободится. Вот, то есть вот каждый день посмотрите. Я вот с утра проснулся, сделал то, 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 и вот так каждый день в течение 7 дней. И в конце недели попробуйте найти 3 задачи, которые можно, ну вот просто исключить, которые вы делаете постоянно, бессознательно, не понимая, что вы это, ну там не осознавая, потому что привыкли так делать. В том числе это касается там сидения в телефоне. Хотя я не считаю, ну, как бы я считаю, что это тоже иногда важно, да, для каких-то профессий. Ну, там, просматривать ленту новостей, там, или еще что-то. Или это если вам доставляет удовольствие, да, прям включать это как отдельный пункт в день, что вот там я позволяю себе, там, или, ну, там, я делаю это. Но если это у вас в каком-то вирусном режиме происходит, то есть вы бессознательно это делаете. У меня есть знакомый, я там не буду называть имен, да, я говорю, пойдем. Ну, там вот мы встретились, я говорю, ну, пойдем. Он говорит, да, сейчас. Достает телефон, и там 5 минут играют в игру. Я говорю, что? Он говорит, ну, у меня типа тревога, я таким образом себя успокаиваю. Вот. То есть отследить, от чего эта тревога, зачем вы это делаете. То есть такое, ну, вот сейчас телефон реально заменяет вот эти вот, ну, где-то где терапия– это способ уйти от реальности. Раз залип в телефоне, как часто вы это делаете? Вот если вы начнете это отслеживать, уберете это из своей жизни, или попробуйте даже не убрать, а заменить чем-то, чем вам было бы прикольно. Возьми, открой, не знаю, статью какую-нибудь прочитай в это время, да, не в игру поиграй, а в статью прочитай.
не можешь сконцентрироваться. Сейчас в современных телефонах есть функция аудио. То есть ты можешь... Я сама лично такое использовала. Я включала, открываю книгу и включаю еще и аудио этой книги. И мне там читает, и я еще и параллельно ее там визуально вижу. Это и то будет полезнее, расширится там словарный запас, еще что-то, чем просто поиграть в игру на телефоне. Но опять же, это личный выбор каждого, но вот такое упражнение, оно поможет вам определить, какие задачи у вас реально, ну просто я их называю мусорные задачи. Потому что бывает очень часто, что время остается у вас, точнее, вы говорите, вот у меня нет ни на что времени. Начинаешь смотреть свой день, ой, ну я тут подмела, а тут я убрала, а тут я еще сходила, пошла мусор выбросила, и ты вот весь день просто замусориваешь какими-то делами, возьми, выдели отдельное время на уборку. В остальное время просто ею не занимайся. Если тебе нужно ежедневно это делать, окей, ну ты выдели прям отдельное время. Не так, что я вот там готовлю, параллельно убираю, делаю 20 дел. В итоге, если ты посмотришь, что у тебя 20 дел параллельно занимают гораздо больше времени, чем каждое дело по отдельности. Если ты сделал, закончил. Ну, начал, закончил, начал, Если закончил. добавлю тоже к этой теме, как раз про дела, которые ненужные. Мы порой забиваем себя всякими ненужными делами, чтобы не делать основное дело, которое нас приведет к переменам или Результаты, к конечно. результату. И таким образом мы в некоторой степени оправдываем свое это вот недействие основного, перекладывая действие на второстепенное ненужное. Вроде как я же чем-то Да. занят, и да мне некогда все. Это оправдание, это ложь самому себе. Просто ты боишься идти туда, куда тебе надо реально. Вот и все. Ну вот если боишься, очень многие боятся идти туда, куда хотелось бы. Это тоже такой момент, конечно, это лучше прорабатывать в индивидуальной терапии или там как-то, ну, есть техники самотерапии, но очень часто у нас есть установка, это страх или осуждение успеха. То есть часто мы не движемся в сторону наших задач, часто мы не рассматриваем свои приоритеты, потому что мы просто, ну, боимся, ну, звучит глупо, но на самом деле очень у многих есть этот страх. А что, если я буду успешным? Боже, а как же, а что это будет? Мы даже боимся представить себя Я успешными. считаю Или даже, там, что, а если даже ты будешь просто, извините, ну, на тебя будет показывать пальцем, говорить, вот, блин, он и банько, извините, да, при дочери сказано. Вот. Да если ты в этом, при этом кайфуешь, вот в этом в таком виде, как видите окружающие, да не пофигу тебе, если тебе при этом кайф жить. Пусть думают, что конечно. хотят. Да, это тоже, кстати, очень важное такое замечание. Ты когда осознаешь свои приоритеты и свой фокус, тебе становится, это вообще происходит само собой, тебе становится ну, все равно на то, что о тебе думают. Если ты сфокусирован на другом, если у тебя мысли о другом, ты не можешь думать две мысли параллельно. Я Вот. И помню, ты если просто... может, пример приведу, это просто было настолько, это 3 года назад было, я выехала за рубеж, и на отдыхе я в купальнике выложила себя в соцсети. В купальнике стояла, извините, было видно мое заднее место, ну, короче, не Мгм. передом, да, вот. И мне написала моя, как бы, адекватная моя однокурсница бывшая, да я не ожидала такой реакции, она просто меня там чуть ли не с чем сравнила, как тебе не стыдно. И я такое ощущение было, что я слушала просто речь бабушки, которая там отчитывала меня за непристойный вид. И я такая понимаю, что просто человек, ну, он действует по принципам, приоритетам, которые были внушены тоже бабушкой, да, человеку, наверное, что это как бы Мгм. позор появляться на публике в купальнике, не знаю, там что-то. Ну, как бы, если тебе нехорошо от этого, не смотри. Все. Конечно, конечно. Если у тебя, опять Твой же, выбор. Ты сама вы смотришь, знаете, вы, реагируешь на это. вы знаете, что вот эти блогеры, такие миллионники, вот если посмотреть, послушать, что они говорят, когда мне пишут негативные комментарии, я анализирую, на что люди триггерятся, на что люди реагируют, и я на эти темы специально снимаю ролики, чтобы получать реакции. Вот. А многие говорят, что, ребят, если у вас есть триггер на что-то, то чаще всего, ну, вопрос это к вам, а не к блогеру, который выставил задницу там или еще что-то. Вот. То есть на самом деле, если я получила реакции за это, если, ну, типа, я бы стала богаче. Вы же понимаете, что ваш хейт
делает меня более успешной. И через продажи, через триггеры люди продают сигареты, алкоголь, не знаю, там, нижнее белье. Это все продается. И вообще вот самые крупные корпорации все продают через триггеры, через желания, через потребности и подменяют таким образом наши истинные приоритеты в том числе. Поэтому это все моменты, которые нужно отслеживать. И это все, конечно, про, ну, там, осознанность, про ответственность, про приоритеты. То есть, ну и цель, собственно, нашего сегодняшнего эфира, просто сказать и показать, что вы задумаетесь над тем, как проходит ваш день, как проходит ваш месяц, про важность вот этих чекапов периодических, про важность понимания, чего ты вообще хочешь. Ну вот можно начать вот с двух упражнений. Первое, за неделю проследить, какие действия можно удалить, убрать. Но очень важно, что вы когда отнимаете что-то, да, у себя, да, говорите, все, я больше не скроллю ленту телефона, просто так, что-то предложить взамен. Как говорит, критикуешь, предлагай. То есть не просто сказать, я больше этого не делаю, а я вместо этого делаю вот это. То есть предложить себе что-то другое. Вот. То есть это прям то, что я рекомендую. Я хотела предложить что-то второе, и я пока говорила, я забыла что. Так, надо все записывать. Вот тут нам написали. Второй эм, еще вроде Нам, был. Ты сказала первый и нам второй. написали комментарии. Очень хотелось бы в следующем эфире про страхи. Валентина интересно затронула эту тему. Да, тема страхов важна. Мы можем как-то действительно ее обсудить. Я могу что-нибудь туда подготовить, может быть, даже визуально что-нибудь, чтобы наглядно было. Ну, Мгм, короче, окей. подумаем. Да. Подумаем, может быть, не следующий эфир, потому что следующий эфир у нас будет гость из Германии. У нас вышло интервью для тех, кто пропустил. Вот, и вышло интервью с очень крутым коучем. Она в интеграционной школе, иммиграционной интеграционной школе в Германии для иммигрантов. Есть такие школы специальные, то есть тебя обучают, как устроено государство, как проходят процессы интеграции, Мгм. ассимиляции, как правильно общаться, культура общения в Германии. Вот она в таком центре работает на топовой позиции, на топовый коуч. И вот она дала интервью, как она работает, с чем сталкиваются беженцы. И вот на следующей неделе она будет, ну, как бы будет такое ответ на вопросы и пост-интервью с ней. Вот. Может быть, тогда через неделю, но мы Ну, с тобой обговорим это и подумаем, ну, когда хорошо, можно тогда я, сделать наверное, эффективный старт. буквально двумя предложениями скажу про страхи, да, вот, что лично Мгм. мне помогло буквально месяц назад. Я просто взяла, выписала а, ш- свои самые большие, ну, как, 5 основных страхов, которых я боюсь. А, Из них я выбрала, нет, три страха надо, да, три страха, которых я боюсь. И под каждый страх я выписала, какие именно действия я боюсь делать, когда вот этот страх есть, да, что именно Мгм. совершать. И оставила задачу в течение недели выполнить эти действия. Мгм. Это было безумно страшно. Это было через себя. Я говорила, что я это не могу сделать. Ну, как бы я не могу перебороть себя, пройти. Там вот у меня аж, не знаю, не имел язык, я не могла говорить, потому что надо было это сделать. И первый раз я пошла, там, ну, короче, у меня был страх, как бы это звучало сейчас странно. Я боялась оффлайн, то есть я как бы социальный человек, в принципе, я же хожу, везде общаюсь, но мне было именно страшно говорить четко оффлайн. То есть я Мгм. начинала подходить к кассе, например, к продавцу, начинала мямлить или говорить тихо, стесняясь, хотя при этом я вот только что общалась там с друзьями нормально. И вот я вот этот страх тоже записала. И в первые там разы подхода меня вообще не понимали на кассе, что я хочу. А потом я просто усилием воли сказала, что я смогу это сделать, я понимаю, почему я там боюсь, приняла все это и пошла. И после этого я что-то там вообще заболталась с кассиром, еще что-то. То есть у меня этот страх ушел полностью. И я начала говорить четко со всеми. Если меня там вдруг не услышали в силу уже не моих, да, ситуаций, я там погромче скажу и так далее. То есть, как бы, то есть вот эти страхи, другие страхи тоже я выписала. Я начала делать, я их тоже отодвигала до последнего. Но когда есть срок выполнения, что надо это сделать,
И ты себя таким образом подталкиваешь, ты идешь в этот страх и делаешь, и после действия у тебя просто вот везде волна мурашек, кайфа и так далее возникает, что ты преодолел себя, ты шагнул выше, дальше, и ты можешь больше. Вот этот момент очень крутой. Выписать страхи и начать их реализовывать. Только так. Да. Я пока не забыла, что я хотела сказать. Вот первое, это отследить действия, э, которые можно заменить на полезные действия, но перед этим важно сделать колесо баланса, про которое мы говорили в прошлом эфире, в этом. Прям возьмите, сделайте вот такое задание до следующей недели. Можно даже, если есть желание такое, можем сделать отдельный пост, и под этим постом я могу выложить там свое колесо баланса, да, и поделиться под этим постом какими-то своими там ощущениями, впечатлениями, вдруг кому-то откликнется, чтобы вы поняли, да, что вы не одни, что всем есть куда двигаться дальше. Вот. И уже согласно этому колесу баланса попробовать поменять свои действия и приоритеты на следующую, уже на там, предстоящую неделю. Вот. К сожалению, мне тоже нужно уже бежать. Вот, я спасибо тебе, благодарю тебя за твой вклад, за твой рассказ про страхи. Это очень крутая тема. И я думаю, что мы действительно ее используем в последующих эфирах, прям отдельный эфир Да. сделаем про страхи. Вот. И я надеюсь, что люди, которые нас послушают, им откликнется, и они будут расти вместе с нами и как это действовать вместе с нами. Вот, всех обнимаю. Валя, еще раз благодарю. Ольга Александровна, благодарю вас за то, что здесь присутствовали. Вот, всех до связи. Увидимся через неделю, ну или в канале. Пока. Пока.